Ночь 4 апреля 2026 года, Багамы, акватория между Хоптоу у Абака. На маленькой надувной лодке супружеская пара из Мичигана, 55-летняя Линет Хукер и ее 59-летний муж Брайан. По версии мужа, волна, ключи, темнота, Линет падает за борт вместе с ключами от двигателя, мотор глохнет, а сильное течение уносит ее в открытое море. Он остается в лодке один и, как утверждает, несколько часов гребет к берегу. Линет Хукер, 55-летняя американка из Мичигана, опытная путешественница и яхтсменка, регулярно публиковавшая в соцсетях романтические морские кадры с мужем. Брайан Хукер, 59-летний супруг, тоже опытный моряк, который первым рассказал историю о несчастном случае и теперь главный фигурант расследования, хотя формально без обвинений. На сцену выходит Карли, взрослая дочь Линет, и это уже свежие новости. Она вспоминает давние угрозы отчима выбросить мать за борт, публично ставит под сомнение его версию и превращает семейную трагедию в криминальную историю. Как все развивалось. Официальная картина от Брайана. Вечером они выходят из Хоптоу в сторону Элбоу-Кэй. В пути Линет падает за борт, ее уносит, он теряет ее из вида, а затем, лишившись двигателя, много часов на веслах добирается до Марш-Харбора и уже там сообщает о случившемся. Время – главный шов в этой истории. Сообщение о пропаже, по данным СМИ, появляется лишь спустя многие часы, а некоторые источники упоминают почти суточную задержку между инцидентом и обращением к властям. Королевская полиция Багам и береговая охрана США разворачивают масштабную морскую, наземную и воздушную поисковые операции, но тело Линет не находят, а шансы обнаружить ее живой с каждым днем стремительно снижаются. И дальше вдруг появляется голос дочери. Карли рассказывает полиции и прессе о прошлых конфликтах, странном поведении Брайана и его угрозах матери, в результате чего мужа задерживают в Марш-Харборе по подозрению в причастности к ее возможной гибели. Его допрашивают несколько дней. Адвокат советует хранить молчание, а сам Брайан публикует заявление. Он убит горем. Категорически отрицает обвинение дочери и говорит, что единственная его цель – найти Линет. После серии допросов его все же отпускают без официальных обвинений. Юридически он остается мужем пропавшей, а не обвиняемым. Кульминация истории и статус на сейчас. Поисковая операция у Элбоу-Кэй официально сворачивается. Формат сменяется со спасения на поиск тела, а не уже живого человека. Государство отходит в сторону, но история не замолкает. Карли прилетает на Багамы вместе с бойфрендом, чтобы продолжить самостоятельные поиски и давить на следствие своим присутствием и медийным шумом. Статус Линет Хукер числится пропавшей, тело не найдено, уголовных обвинений Брайану не предъявлено, но он остается в фокусе внимания полиции и прессы, а семейная линия конфликта превращает дело из морской трагедии в потенциальный сюжет о домашнем насилии и, возможно, идеальном преступлении в открытом море.